Hola, chicas y chicos, ¿qué tal? Меня зовут Евгения, лет 23 года. Я переехал в Испанию, обратилась за международной защитой как представительница ЛГБТ. Дублей будет много, ладно. Причинами стали не только законы, направленные против ЛГБТ в России, но также я много лет открыто выступала против плешивой крысы. К началу войны 22 года я уже жила на чемоданах. Не так-то просто собрать всю свою жизнь в один чемодан и уехать в неизвестность. Но есть одна цитата из великого фильма «Побег из Шоушенка». Все сводится к одному. Занимайся жизнью или занимайся смертью. Как говорят, у меня есть некая суперспособность запрыгивать в последний вагон. И я запрыгнула. Для каждого в эмиграции свои трудности. Для меня самым сложным оказалось 3 вещи. Старые паттерны поведения, ожидания и одиночество. Я срывалась на алкоголь, причем так, как будто я все еще нахожусь в России в безвыходной ситуации. По старым шаблонам заливала стресс и проблемы вином. Но не без помощи психолога. Мои паттерны стали ломаться. Ожидания. Испания и ожидания, наверное, в какой-то степени слова синонимы. Особенно для меня это проявилось в медицине. Поначалу я впадала в панику, когда таблеток оставалось на 1-2 дня, и что-то шло не так. Но благодаря соцработникам я поняла, что все можно решить. В итоге за год я не пропустила ни одного дня приема своих препаратов. И если что-то идет не так, я знаю, что завтра все будет как надо. И я даже в какой-то степени научилась решать эти проблемы самостоятельно. Одиночество – это самое тяжелое мое испытание. И я говорю не о языковом барьере или отсутствии друзей и знакомых. Общения, к счастью, с избытком хватает на любых языках. Иногда даже приходится брать выходные и не выходить из дома, и не поднимать трубку. Одиночество для меня – это когда ты не можешь взять за руку любимого человека, когда перед сном обнимаешь подушку, когда утром готовишь кофе только себе, когда в груди что-то сжимается так, что перехватывает дыхание. Но это важный жизненный опыт, и я стараюсь к этому так и относиться. Важно сказать, что мне всю дорогу везет с людьми. У меня появилась подруга, которую я смело могу назвать своей сестрой. Первый в жизни психолог, который помогает. Сотрудники организации для беженцев, которым не все равно. Мои соседки по квартире, которые поддерживают меня, когда мне грустно. А еще я живу в городе, в который влюбилась. Несмотря на то, что все еще бывают непростые дни и даже слезы, кажется, я справляюсь. Сегодня 100 дней, как я не употребляю алкоголь. Более 3 месяцев я придерживаюсь интервальной диеты. Каждый день выделяю время на изучение испанского языка. Завтра будет 2-я неделя, как я начала тренировки, взялась за планирование своих соцсетей и изучение новых программ. И думаю, это только самое начало моей новой жизни.
Ciao.